палате Чонгук лежал на больничной кровати, его дыхание было прерывистым, глаза метались между потолком и дверью. Когда он увидел Джина, внутри него что-то сломалось. Слезы выступили на глазах не от боли, а от огромного облегчения. Перед ним был человек, которому он доверял больше всех. Джин подошел, положил руку ему на плечо и прошептал что-то, что могли понять только они двое. Это были не просто слова утешения. Это было обещание. Тем временем Тэхьон, который снимался в компании в Пусане, бросил все, как только услышал новости. Он сел в машину и проехал 4-часовой путь до Сеула в полной тишине. Без музыки, без звонков, только шум дороги и тяжесть тревоги, давившая на грудь. Когда он прибыл в больницу, его глаза были красными, не от усталости, а от сдержанных слез. Встреча Тэхьона и Чонгука была тихой, но мощной. Они почти не говорили. Им и не нужно было. Тэхьон просто сел рядом, взял его за руку и позволил тишине говорить за них. Это был момент, напомнивший всем, что BTS — это больше, чем группа. Это семья. Чимин, находившийся в Токио на сольных съемках, немедленно отменил все дела и забронировал ближайший рейс. РМ, как всегда лидер, координировал действия с юридической командой HYBE и потребовал полного расследования. Шуга, известный своим спокойствием, ходил по студии. Его пальцы дрожали, он пытался осознать происходящее. Джей Хоуп, только что вернувшийся с гуманитарного мероприятия, уже ехал в больницу, тяжело переживая случившееся. HYBE выпустила короткое заявление, подтвердившее факт взлома и заверившее фанатов, что Чонгук получает лучшую медицинскую помощь. Но это Джина не удовлетворило. Он встретился с руководством компании и ясно дал понять: это была не просто ошибка безопасности. Это было предательство доверия. И он не собирался оставить это без ответа. К ночи больница превратилась в убежище для 7 мужчин, которые вместе прошли через штормы, построили мечты и теперь стояли плечом к плечу перед лицом страха. Джин, стоя у окна, смотрел на огни города и молча поклялся. Он защитит Чонгука, он защитит BTS, и тот, кто осмелился перейти грань, заплатит цену, о которой даже не догадывается. Белые стены больницы молча наблюдали за бурей эмоций, которую не могла запечатлеть ни одна камера. Когда рассвет окрасил небо над Сеулом, город проснулся под заголовками: Чонгук госпитализирован после взлома дома. Но то, чего не видел народ, то, чего не могли передать пресс-релизы, это тихая ярость, кипевшая внутри Ким Сок Джина. Джин почти не спал. Он всю ночь стоял у кровати Чонгука, не сводя с него глаз. Каждый сигнал монитора, каждое движение пальцев, каждый вздох — все отпечатывалось в его сердце. Он охранял не просто напарника. Он охранял младшего брата. К утру все участники были на месте. Чимин с опухшими от слез глазами обнял Чонгука, шепча: «Я должен был быть рядом». В каждом слове звучала вина. РМ стоял у изножья кровати, его ум уже просчитывал юридические шаги и новые меры безопасности. Шуга, обычно молчаливый наблюдатель, сидел в углу, сжимая кулаки. Его тишина была громче любого крика. Джей Хоп, вечное солнце группы, теперь казалось потухшим. А Тэхьон не отходил от Чонгука. Он сидел, скрестив ноги на полу, держа его за руку. Иногда тихо напевая фрагменты песен из времен их тренировок, колыбельные, сотканные из воспоминаний. Так он говорил: «Ты не один». За закрытыми дверьми Джин уже действовал. Он собрал руководство HYBE в отдельной комнате больницы. Никаких камер, никакого пиара, только правда. Его голос, спокойный, но острый, как лезвие, разрезал тишину. «Это не только о Чонгуке», — сказал он.
Это она со всех. О каждом разе, когда нам говорили, что мы в безопасности, а потом все оказывалось ложью. О каждом сталкере, о каждом нарушении, о каждом моменте, когда мы вынуждены были улыбаться, несмотря на страх. Хватит! Руководители слушали. Кто-то кивал, кто-то ерзал на месте. Джин этого не обращал внимания. Он выдвинул список требований. Полный пересмотр системы безопасности, немедленные юридические действия против нарушителя и публичное обязательство защищать не только BTS, но и всех артистов под крылом HYBE. И если они не сделают этого, сделаю он сам. В палате Чонгук наконец заговорил. Его голос был едва слышен. «Хён, я думал, что умру». Эти слова разрушили остатки самообладания. Чимин заплакал. Тэхьон отвернулся. Слезы бесшумно текли по щекам. РМ закрыл рот рукой, пытался сдержаться. А Джун просто кивнул. Его глаза блестели, сердце разрывалось. Но даже в этот момент уязвимости внутри них родилось нечто сильное, обновленное чувство единства. Огонь, который всегда горел в BTS, вновь вспыхнул с новой силой. Они не просто собирались оправляться, они собирались встать и идти дальше. HYBE под давлением общества и внутренним контролем действовала быстро. Нарушитель был найден, арестован и обвинен. Было начато расследование. В палате Чонгук лежал на больничной кровати. Его дыхание было прерывистым. Глаза метались между потолком и дверью. Когда он увидел Джина, внутри него что-то сломалось. Слезы выступили на глазах не от боли, а от огромного облегчения. Перед ним был человек, которому он доверял больше всех. Джин подошел, положил руку ему на плечо и прошептал что-то, что могли понять только они двое. Это были не просто слова утешения, это было обещание. Тем временем Тэхьон, который снимался в компании в Пусане, бросил все, как только услышал новости. Он сел в машину и проехал 4-часовой путь до Сеула в полной тишине. Без музыки, без звонков, только шум дороги и тяжесть тревоги, давившая на грудь. Когда он прибыл в больницу, его глаза были красными. Не от усталости, а от сдержанных слез. Встреча Тэхьона и Чонгука была тихой, но мощной. Они почти не говорили. Им и не нужно было. Тэхьон просто сел рядом, взял его за руку и позволил тишине говорить за них. Это был момент, напомнивший всем, что BTS — это больше, чем группа. Это семья. Чимин, находившийся в Токио,